Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз, расклад на вторую половину месяца августа. Давайте посмотрим, что вас ожидает, какие карты вам выпадут сегодня в нашем раскладе, что интересного произойдет непосредственно у вас. Напоминаю, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас это видео подойдет и окажется полезным. Пишите ваши отзывы и оставляйте ваши комментарии. Можете подписаться на мой YouTube-канал, если вы еще его если еще не подписались, да, и боитесь потерять, соответственно, в дальнейшем, если вам этот расклад подойдет и понравится. Итак, давайте посмотрим. Раки, водная стихия, водный знак зодиака, что происходит в вашей жизни. Здесь есть шестерка пентаклей. Первая карта, которая у вас здесь выпадает, шестерка пентаклей, карта взаимного обмена, карта получения и дарения. То есть вы что-то отдаете, получаете взамен. Соответственно, здесь может быть очень такая какая-то ситуация, знаете, где вы покупаете что-то, получаете товар, выплачиваете какую-то аренду, получаете, соответственно, там жилье на время проживания. То есть, хорошая карта. Карта шестерка пентаклей, она сама по себе говорит о том, что вы получаете то, что вы вкладываетесь. То есть, отдавая что-то, получаете что-то. Хорошая карта. Здесь вы стараетесь найти баланс между отдачей и получением. Вы можете получать какой-то хороший совет или пытаться дать кому-то хороший совет, дельный, действительно хороший, какой-то практичный, возможно, совет. И тут же есть карта шестерка мечей, карта, говорящая о том, что есть возможность какие-то перемены осуществить вот в этом взаимном обмене. Вы можете уйти от чего-то некомфортного, неспокойного в более мирную, гармоничную среду. И да, вы можете испытывать определенное разочарование от какой-то ситуации, от которой вы уходите, но вы медленно, планомерно от чего-то негативного уходите пока что. Да, по этой шестерке мечей видно, что вы уплываете к другому берегу, то есть вы уплываете к другим возможностям, которые более будут, наверное, для вас стабильными, более удачными. И это то, чем вы здесь занимаетесь. Карта Верховной Жрицы пока ваша интуиция, она подсказывает вам, как лучше здесь поступать. Вы стараетесь быть очень внимательными к своим чувствам, ощущениям. Вы здесь очень интуитивны, и вам важно обращать внимание на какие-то знаки, на какие-то символы, возможно, которые у вас проскакивать будут, или какие-то повторяющиеся события на определенную тематику, потому что интуиция будет у вас работать очень хорошо и сможет вам что-то подсказать здесь. И карта рыцаря кубков, карта водной стихии, кстати, вашей стихии, говорит о том, что вы проявляете здесь качество своего знака по максимуму. По рыцарю кубков очень чувственные, эмоциональные, может быть, ранимы где-то по рыцарю кубков. Можете быть вдохновлены какой-то новой идеей или шансом, который вам выпадает. Может быть, вам кто-то что-то пытается здесь посоветовать или чем-то помочь. Вы ловите эту возможность, понимая, что на интуитивном уровне, что это то, что вам нужно, и вас это прям вдохновляет. Возможно, так. Поэтому шестерка пентаклей. Итак, давайте посмотрим. Здесь же у нас есть карта дьявола, карта каких-то соблазнов, искушений, предложений. Может быть, это знакомство какое-то у одиноких, где вы знакомитесь с кем-то новым, кому вас сильно тянет. Это действительно возможность новая, которая вам выпадает. Вы стараетесь разобраться и в своем ощущении внутреннем, ваш это человек или нет. И здесь может быть какой-то по шестерке пентаклей такой конфетно-букетный период. Но здесь может быть, знаете, по дьяволу какая-то соблазнительная такая энергия, но она также может быть токсичная энергия. Поэтому здесь что-то может быть на грани зависимости, созависимости, одержимости или какой-то такого рода привязанности. Поэтому здесь нужно быть все-таки осторожнее. Кто-то может создавать такой красивый фасад, красивую картинку вот этого рыцаря кубков с таким букетом роз. А на самом деле здесь может быть какая-то такая токсичная ситуация, хоть она и заманчиво выглядит на первый взгляд. Возможно, это как-то связано с земным знаком Козерога, потому что карта дьявола — это все-таки карта Козерога. Карта двойка жезлов, которая здесь также у вас есть. Двойка жезлов — это два варианта, это две какие-то возможности, которые у вас есть. Вы думаете, такой вариант выбрать или такой. Кстати, у кого-то может быть прям поездка, потому что здесь есть такой глобус с автобусиком, она смотрит куда-то вдаль, она пытается разобраться в том, какое решение принять. И по шестерке мечей перемены, путешествия, шанс на какую-то поездку или путешествие у кого-то из вас также может быть. Возможно, кто-то из вас разрывает
ситуацию токсичную и движется к чему-то лучшему, соответственно. Поэтому двойка жезлов опять-таки рассматривает возможность это сделать, думает, насколько это осуществимо вот конкретно в вашей ситуации, в вашей жизни по двойке жезлов, насколько вам эта ситуация подошла бы. Вместе с рыцарем мечей воздушный знак, возможно, у раков здесь общение с воздушным знаком также имеет место, это весы, близнецы или водолеи, но вот вам здесь важно будет как будто бы вот как вы решите, так и действовать. По рыцарю мечей быть очень решительными, смелыми, и если какой-то обмен несправедливый, не соглашаться на такой обмен. Если предлагается какой-то справедливый обмен, то решительно соглашаться на это предложение. То есть бросаться за эту возможность, хвататься. И для вас это может быть очень спонтанным, быстрым, каким-то таким стремительным решением, да, за которое вы хватаетесь по рыцарю мечей. Возможно, здесь кто-то ведет какие-то разговоры с вами, о чем-то разговаривает, поэтому рыцарь мечей — это очень прямолинейный какой-то, очень честный, может быть, острый какой-то или такой даже конфликтный разговор, и он заставляет вас пересмотреть отношение к чему-то, увидеть ситуацию по-другому, увидеть ее более глубоко, и, может быть, это заставляет вас понять, что вам нужно что-то менять здесь, возможно, в этой ситуации двигаться к чему-то лучшему, к чему-то большему. А для кого-то это общение с напористым, даже агрессивным человеком, который вмешивается в эту ситуацию, может быть, пытается каким-то образом здесь тоже урегулировать ее. Но в любом случае вот этот рыцарь мечей здесь присутствует у вас. Также есть карта силы, это карта знака лев, есть башня. То есть в этой всей ситуации, может быть, токсичной ситуации, которая приходит к концу, у вас есть много сил и внутренних ресурсов для того, чтобы увидеть эту ситуацию полностью, интуитивно ее прочувствовать и понять, что нужно разрушить, если это токсично и неправильно для вас. То есть уйти от этой ситуации вам как будто бы дается возможность и шанс здесь исцелиться от чего-то связанного вот с башней, допустим, с чем-то, что было для вас травматично, что ранило. И таким образом вы поймете, что вы заслуживаете справедливого обмена, что вы заслуживаете какой-то взаимности, соответственно. И это то, на что вы настроены и чего вы хотите для себя, для своих отношений, своей жизни, соответственно. Поэтому здесь, в принципе, с этой башней, с этим королем пентаклей, который у вас есть, луна, интуитивная карта тоже. Шут, новое начало. То есть, по большому счету, здесь может речь идти про то, что вы общаетесь с кем-то, я не знаю, воздушные знаки есть земных много, есть лев, также есть водные ваши знаки. Но вот король пентаклей опять подсказывает земной знак. Может быть, в вашем окружении есть человек, который просто такой очень уравновешенный, состоявшийся, очень обеспеченный, или кто-то, кто очень практичный, авторитетный. Возможно, такой человек есть в вашем окружении. Может быть, он умело управляется деньгами, допустим, и здесь вот какие-то необратимые изменения происходят, возможно, с таким человеком. Может быть, для кого-то из вас внезапным откровением или открытием будет что-то неожиданное такое в общении с таким человеком, то есть как будто бы здесь разрушается вот нечто, что раньше могло восприниматься как что-то стабильное и безопасное, что-то, что было вот целостным, сохранным, постоянным. Вы думали, что это надежно. На самом деле, да, но тут башня появляется, показывается такая ситуация изменения, какой-то хаос, который появляется, и сомнения, переживания, что же делать дальше, и шут — новое начинание, которое за этим следует. Вы интуитивно понимаете, как в этой ситуации лучше поступить. Возможно, вы здесь позволяете чему-то разрушиться, соответственно, для того, чтобы построить для себя что-то прекрасное и лучшее. И по шуту шагаете в это новое и неизвестное. По шуту вы готовы к этим новым возможностям, которые вам даются в вашей жизни после того, как приходит, соответственно, эта карта башня. То есть не так все здесь плохо на самом деле, тем более, что основные карты у вас очень хорошие. Это шестерка пентаклей, да, шестерка мечей. Тут же есть девятка жезлов, которая показывает, что вы
шагая в это новое, в это неизвестное, соответственно, по 9 жезлов вы не хотите себя ранить, то есть вы умело себя ограждаете от каких-то опасностей, не поступаете глупо, не поступаете опрометчиво. Вы здесь можете делать такой шаг в неизвестное для того, чтобы двигаться в другом направлении, но вот ваша интуиция, она здесь очень хорошо с вами общается и подсказывает вам верные шаги. Вы как будто бы доверяете своему внутреннему голосу, вы доверяете своей интуиции, и это позволяет вам начать что-то заново, потому что шут — это первая карта, вот нулевая, да, то есть обнуляющая начальная карта в старших арканах, она начинает сам путь этого шута, и вы шагаете во что-то новое и неизвестное по этому шуту, но при этом умело ограждаете себя от каких-то опасностей, потому что у вас есть уже определенный опыт, знания для этого. Тут же у вас есть туз мечей, карта колесница, движение вперед. Может быть, правда, у кого-то речь идет о поездке, и по тузу мечей решительные действия, которые связаны с этими переменами. То есть вы, отправляясь в эту неизвестность, начиная новую главу своей жизни, вы делаете это очень смело, решительно, освобождаете себя от каких-то оков, каких-то обуз, может быть, каких-то обязующих ситуаций, соответственно, с этим тузом мечей. Действуйте смело, свободолюбиво и, собственно, находите выход из какой-то ситуации. Возможно, вам приходит какая-то идея, как лучше здесь поступить по 9 кубков. Может быть идея, как прийти к какому-то материальному счастью или решить какой-то вопрос, который позволит вам добиться финансового успеха или получить ощущение достатка, может быть счастья, которого вы хотели или к которому вы стремились тут по 9 кубков. Возможно, то, чего вы сильно хотели, чего вы желали. По тузу мечей вы находите решительный способ, как этого добиться, соответственно. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для раков мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.